Еще одна вещь, почему меня привлекает вязание, потому что ты остаешься наедине сам с собой, может быть, мечтаешь или размышляешь о каких-то вещах. И так вот сейчас вот я вязал, и иногда вот, например, ты о чем-то, когда ты думаешь, тебе приходят в мысли какие-то фразы, слова или еще что-то. К чему я это говорю? Я живу в Бразилии, и иногда вот я, например, о чем-то думаю, некоторые слова я у себя уже даже в голове проговариваю на португальском языке. То есть я живу здесь уже, пошел у меня 5-й год, как я здесь живу. И некоторые слова проговариваю для себя на португальском языке. Это не говорит о том, что я забываю русский язык. Нет, я считаю, что это вообще невозможно. Просто в некоторых каких-то ситуациях, например, на португальском языке есть какие-то слова, может быть, и в других, я думаю, языках есть такое. То, что в какой-то данный момент ситуации проще сказать какое-то слово на португальском языке, нежели чем на русском. Есть, например, некоторые слова, которых в русском языке нет. Есть вот в португальском языке, вот, например, одно слово, сейчас вот так я не смогу вспомнить. Вот есть, например, какое-то слово, но в русском языке, чтобы это объяснить, нужно сказать, например, 2 слова или 3, то есть это какая-то фраза. К чему я это вообще начал говорить? Просто я почему-то задумался, то что вот иногда я начинаю думать на португальском языке, а не на русском. И вот когда я был еще в России, я был на такой бразильской вечеринке, я познакомился. Почему я вообще сюда приехал, в Бразилию жить? Потому что я познакомился там с ребятами, мы подружились, они закончили там учиться, вернулись сюда домой в Бразилию. И я решил попробовать сюда переехать, и все, уже нюансы я не буду сейчас сдаваться, все, переехал. Вот. И на тот момент вот бразильской вечеринки. То есть они, может быть, там раз в 3-4 месяца они скидывались, например, группой бразильцев, кто учился у них там на факультете, снимали кафе, и было закрытое, только были там бразильцы. Ну и так как я был их друг, я, то есть, тоже был на этой вечеринке. И пришел, значит, туда один парень, он тоже русский, он на тот момент приехал на каникулы, он жил 3 года на тот момент в Аргентине. В Аргентине испанский язык, но не суть. И факт в том, что он стоял, разговаривал, он разговаривал только на испанском или на португальском языке. Я сначала подумал, что он или бразилец, или аргентинец. И я спросил, вот, друзья, я сам еще на тот момент португальский плохо знал, я спросил у друзей, почему он разговаривает с вами. Он русский, да, он русский. Я говорю, почему он с вами разговаривает на испанском или на португальском языке? Он живет уже 3 года в Аргентине и уже забыл русский язык. Я такой смотрю, думаю, как можно вообще забыть родной язык за 3 года? Это, может быть, он хотел просто повыделываться. Хотел ему сказать, больной, лечись, иди поспи. А потом я думаю, что я буду тратить свое время на какие-то глупости, если человек, он хочет так делать, пожалуйста, делай. Кто я такой, чтобы вмешиваться в твою жизнь, правильно? Правильно. Это просто мои размышления, то, что он, наверное, может быть, хотел повыделываться, то, что за 3 года он забыл родной язык. Ладно. И еще тоже вот такой момент по поводу моей жизни в Бразилии. Так как я не вязал русской пряжей, грубо говоря, никогда, только тогда, когда я начал вязать, и то это был короткий период времени, это было уже 15 лет назад, наверное, если не больше. И салфетки я на тот момент не вязал. А вот именно салфетки я начал уже из скатерти вязать здесь. И, естественно, я вязал только этой пряжей. То есть той пряжи, которая продается в России, в Украине, в Казахстане, вот у нас там, я никогда не вязал. Вот, и, соответственно, чтобы у людей не возникало вопросов, я всегда в начале своих видео, мастер-классов проговариваю. Вот, здрасте, я вяжу такой-то, такой-то пряжей. И, дабы избежать вот этих вопросов, Эдуард, а где вы купили эту пряжу? Я сразу говорю то, что я живу за границей, или там, я живу в Бразилии, я покупаю вот эту пряжу. И тут же я придаю примеры, например, какой пряжей можно вязать в России. Например, Ярнат Вайлет, пехорка ажурная, пехорка детских хлопок, пехорка успешная, Анна 20, Анна 16, куча пряжи. И мне, значит, я уже не помню, кто, конечно, написали: Эдуард, что вы хвастаетесь, хвалитесь тем, что вы живете в Бразилии? Я сначала тоже хотел ей что-то там написать. Я называю вообще таких людей мамкины комментаторы, которые комментируют, но сама не знает, о чем она вообще говорит. Я сказал то, что я в Бразилии не потому, что сказать, ой, круто, я живу в Бразилии. Никто не говорит то, что в Бразилии жить намного лучше, чем в России. Я живу в Бразилии, просто я потому что так решил. Я люблю Россию, это моя родная страна и все тому подобное. Но она мне так сказала, что вы хвастаетесь, что вы купили пряжу в Бразилии, у нас в России тоже есть хорошая пряжа и бла-бла-бла. Думаю,
Вообще, о чем вы, женщина? В итоге я, конечно, ничего не стал отвечать. Думаю, ну что я буду тратить свои драгоценные 5 минут, чтобы придумать, какой ответ вам, дорогая моя, написать. Я за эти 5 минут свяжу несколько рядочков. Вот как раз я сейчас увлекся филейным вязанием. Это филейное вязание. Здесь у меня будут вот такие кролики. Почему кролики? Потому что я держу кроликов. У меня есть 3 замечательные кролика. 2 девочки, 1 мальчик. Может быть, потом как-нибудь я вам покажу. И почему я вяжу вот эту вот филейку? Я хочу из них, из этой филейной, вот из этого рисунка сделать себе картину. Вот такого плана я сейчас покажу, но здесь только я сделал из таких маленьких салфеток, грубо говоря, это снежинки или даже это мотивы, просто чтобы они у меня влезли вот в мою рамку. Но если будет, например, рамка большая, то, естественно, можно даже и салфетку поместить в эту рамку. То есть это очень прикольная, хорошая, я считаю, вообще суперская идея, то, чтобы украсить комнату. Это здесь моя рабочая комната, я здесь только работаю. У меня здесь компьютер, я снимаю здесь видео, все. И вот сейчас покажу, я уже одну филейку тоже связал, но я ее еще не оформил. Это тоже кролик, сейчас я покажу на черном, чтобы было лучше видно. Вот здесь вот такой замечательный кроличек. Я думал, то, что он у меня как раз хорошо попадет в мою рамку, но я купил, она оказалась большая, то есть вот эта рамка, размер у нее 30 сантиметров на 20, и вот если я помещу этого кролика, ну слишком много места у меня останется, я посчитал, думаю, ладно, я куплю поменьше рамку и помещу этого кролика в рамку поменьше. А вот этих как раз, которых я сейчас вяжу, вот это здесь крольчонок с мамкой, вот я как раз вот сюда ее помещу, она мне еще здесь подрастянется, вот так вот там видно у меня маленький пока кролик и рядом мамка. Вот и здесь вот я ее довяжу и будет у меня, и фон я думаю сделать темный, чтобы было лучше видно светлая пряжа. Сейчас покажу, у меня есть другая ткань, вот у меня есть вот такая ткань темная. Не знаю, я, наверное, все-таки сделаю на это, или, может быть, куплю какую-то коричневую другую, то есть вот так. Потому что другая светлая ткань у меня есть, она, я думаю, то, что она очень прям светлая, не будет сильно выделяться прям рисунок, хотя и даже видно нормально. В общем, я прикину, посмотрю. Вот, я сделаю вот такие себе картины, я хочу облепить, может быть, даже вот так всю комнату будет, я считаю, очень красиво, это необычно. И тем более здесь это мой рабочий кабинет, я здесь вяжу, я занимаюсь вязанием, я думаю, что это очень классно. И комната у меня вся светлая, поэтому я вяжу, здесь все у меня светлое. Но также, конечно, можно и другими цветами, и бежевыми, и всякими коричневыми, тоже будет, я думаю, классно, серыми, черными. Зависит, конечно, от желания и что у вас там по вашему помещению. А здесь у меня лежит еще... Пришла вот мне посылка, это кнопка награда от YouTube. Я ее еще даже никуда не повесил. Эта награда приходит при достижении 100 тысяч подписчиков. Нас с вами, дорогие, уже более 100 тысяч на нашем канале в YouTube. Я вас очень благодарю за вашу поддержку, то, что за короткий период времени мы с вами смогли построить такое большое сообщество, при том, что я как бы парень, я вяжу, и это, ну, грубо говоря, необычно, да, и мы с вами добились этого. Сейчас я покажу награду, вот пришла, открываю коробку, здесь, ну, все это, конечно, на английском языке написано, всякие там поздравления. Вот какая-то здесь визитка, я не понимаю, зачем она мне нужна. Упаковано хорошо все это дело. Здесь, в общем, вот такой какой-то как поролон. И вот сама вот это, значит, как называется она, кнопка, не знаю что. Она прям тяжелая. Ну, качественно, она хорошо сделана. Вот она сзади такая бархатная, вот эти отверстия, чтобы ее вешать на стену. И вот так вот она выглядит. То есть вот. И написано здесь название канала. Вот Дуду Крошет за достижение 100 тысяч подписчиков. Вот. Так что мы с вами, родные мои, сумели, смогли. Как говорится, я могу, умею, практикую. Правильно? Правильно. Вот. Теперь наша следующая с вами задача. Это серебряная кнопка, следующая кнопка золотая. Но это, я думаю, это очень трудно, потому что золотая кнопка дается при достижении 1 миллиона подписчиков. Трудно, конечно, такое количество людей собрать вместе, но ничего страшного, мы с вами будем стараться. В принципе, это было просто вот такое видео-болталка. Я вот буду продолжать сейчас вязать своих кроликов. Хочу все это дело заполнить, здесь украсить свой кабинет.
И уже потом, ну, просто в 2 словах я расскажу, как я все это в рамку помещаю. Как бы. Ну, я думаю, то, что здесь никаких секретов нет. Можно, в принципе, догадаться, как это делается. Кусок ткани положили или картон, и какой цвет вы хотите. И уже сверху вот эту салфетку и сверху стекло. Ну, здесь у меня в этой рамке не стекло, а там идет просто такой, как пластик. Я этот пластик также и оставил, ничего страшного. Вот, и рельефные салфетки, конечно, будет сложнее сюда запихать, потому что они рельефные, они объемные, и в рамку, я думаю, они вряд ли поместятся, если только будут рамки какие-то вообще специальные, не знаю, делать объемные, то есть, а вот такие рамки для фотографий, я думаю, то, что вряд ли. Но я решил взять просто вот такой плоский вариант. Вот такие винтажные картинки у меня получились. Ну, в принципе, это все, о чем я хотел с вами поговорить. Выложил свою душу, излил. Вот, буду ждать, какие мысли ко мне в голову залезут при моем следующем рядочке. Ну все, дорогие мои, до встречи, люблю, целую.